В этом видео покажу создание интерьерной композиции в эко-стиле. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Сразу отмечу, что все материалы в этом видео от производителя товаров для рукоделия и швейной фурнитуры фирмы Gamma, и в частности ее торговой марки Blooming, которая занимается выпуском продукции для флористики. Я давний поклонник Blooming, так как все, что они выпускают, сделано с тонким вкусом и чувством стиля. В их ассортименте представлено свыше 500 позиций на любой вкус. Я не зря делаю такое лирическое отступление, потому что это действительно достойно внимания как новичков, так и продвинутых флористов. Декоративные кашпо, каркасы, флористическая пена, проволока, ленты, натуральные материалы, рафия, ротанг, сизаль, мох, спилы деревьев, декоративная зелень, цветы, веточки и множество других разнообразных материалов для создания флористических композиций и декора интерьера. Всю продукцию можно найти в каталоге хобби-маркета Леонардо, а ссылки вы найдете под этим видео в описании. Для основы композиции я взяла полусферу диаметром 30 см. Она полая, сделана из плотного пенопласта с красивой фактурой. Сначала полусферу грунтую. В качестве грунта использую акриловую краску телесного цвета. Грунтую полностью со всех сторон. Когда краска высохла, всю поверхность окрашиваю акриловой краской светлого серого цвета. Для того, чтобы дальше делать плавные переходы оттенков серого, скручиваю обычную губку в подобие шарика. Красила в 2 слоя, поэтому на этом этапе серая краска лежит недостаточно плотно. А в итоге получилось вот так, с небольшими просветами, буквально в виде точек краски телесного цвета. А теперь делаю оттенок серого немного светлее, а дальше той же губкой создаю хаотичные пятна на поверхности полусферы. Как видите, внутреннюю поверхность я тоже закрасила и затонировала, но это было делать совсем не обязательно, поскольку в дальнейшем я покрыла ее золотой поталью. Но эта мысль мне пришла позже, поэтому на внутренней поверхности достаточно только грунта. Когда краска высохла, внутреннюю поверхность полусферы покрываю золотой поталью. Поталь у меня в листах, и выглядит она вот так. Для потали нужен специальный клей. Я использую клей согласно инструкции. Наношу на поверхность и оставляю на 30 минут, пока он не станет очень липким. Моя камера дала небольшой сбой и, к сожалению, не записала начало процесса наклеивания потали. Но процесс несложный. На клей укладываются листы потали и легко и нежно разглаживаются мягкой кистью. Сначала я укладывала поталь целыми листами, а оставшиеся небольшие участки уже кусочками. Поталь можно захватывать той же кистью, которую предварительно нужно наэлектризовать, потерев о руку или синтетическую тряпочку. Когда все участки закрыты, сухим поролоновым спонжем прихлопываю золоченую поверхность. Делаю это для того, чтобы поталь плотно прилегла на неровную бугристую поверхность. А потом кистью средней жесткости снимаю остатки потали. И получилось вот так. Но потали и остальным поверхностям нужна дополнительная защита. Акриловым лаком покрываю внешнюю поверхность полусферой, не затрагивая поталь. Можно пользоваться кистью или же поролоновым спонжем. Мне показалось, что спонжем удобнее. В качестве финального покрытия для потали обычно используют шелл-лак. Он на спиртовой основе и защитит поталь от дальнейшего возможного окисления. Обычно в виде применения как защитный лак одну часть шелл-лака разводят в 2 частях спирта, но я этого не делала. Шелл-лак придает поверхности темный оттенок,
и поэтому, пользуясь таким его свойством, добавляю темных пятен на внешнюю поверхность полусферы. Вот так выглядит готовая полусфера. А чтобы она устойчиво стояла на столе, приклеиваю к ней вот такую пластиковую крышку. Пока центр тяжести перевешивает полусферу, отклоняя ее назад. Но когда я распределю декоративные элементы, все станет очень устойчивым. Даже уже с легкой губкой полусфера перестала отклоняться, а с более тяжелым элементом совершенно устойчива. А теперь приступаю к декорированию. Сначала приклеиваю веточки. У меня это ветки ивы, которые я просто срезала во дворе. Наклеиваю их на торцы полусферы. Вот такой мох будет в основании. Это натуральный, высушенный мох, который широко применяется во флористике, в цветочных композициях, при создании топиариев, декоре интерьеров. Он придаст композиции свежесть и сделает ее более натуральной. Повторю, что все ссылки вы найдете в описании. Мхом выкладываю все основание, создавая небольшую подушку в центре. Этот набор для декора удобен тем, что в нем есть разнофактурные элементы, сочетающиеся между собой. В него входят шары из виноградной лозы диаметрами 7 и 5 см, шары из мха диаметрами по 5 см, кора дерева и веточка искусственной лозы. Я использую не все элементы набора, а затем еще и заменила шар из мха на такой же, но из другого набора и другого оттенка зеленого. Чтобы разбавить однородный зеленый цвет мха, добавляю еще один его вид, но уже другого оттенка. Это стабилизированный натуральный мох ягель салатового цвета. Это искусственный суккулент, очень похож на натуральный, красивого розово-зеленого цвета с напылением, которое не осыпается и приятное на ощупь. У веточки заостренный кончик, который хорошо крепится к пенопласту. Это декоративная ветка с бутонами мелких цветов. Несмотря на то, что это пластик, цветочки выглядят совсем не искусственно и отлично вписываются в такую композицию. С ветки мне понадобятся только цветочки. Их можно закрепить на зубочистке и затем уже втыкать в пенопластовую полусферу, распределяя по своим местам. Еще добавляю белые мелкие бутоны цветов, которые также снимаю с декоративной ветки, но уже другой. Чтобы подчеркнуть выступающие выше остальных маленькие розовые цветочки, наклеиваю на полусферу в этой области кусочки разного мха.
И в заключение на торец полусферы приклеиваю веточку искусственной лозы из самого первого набора в этом видео. Я опять хочу напомнить, что все ссылки на материалы вы найдете в описании под этим видео. Переходите по ссылкам, выбирайте и почувствуйте себя настоящим флористом. Если понравилось, не забудьте поддержать меня лайком и написать несколько слов. Это поможет в продвижении и ролика, и развитии канала. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.